Если я хочу купить что-то в интернет-магазине, я открываю приложение. Если я хочу отправить сообщение друзьям, я открываю приложение. Если я хочу посмотреть, сколько денег у меня на банковской карте, я также открываю приложение. Всем привет! Меня зовут Даша. Я преподаю русский язык иностранцам. В сегодняшнем видео я дам вам полезные фразы со словом «приложение». Подписывайтесь на мой канал, чтобы больше узнавать о России и русском языке. Включайте уведомления, чтобы не пропускать новые видео. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал. Все ссылки будут в описании. Спасибо. Ну что, поехали! Давайте сначала поговорим о том, каким может быть приложение. Мобильное приложение, мобильное приложение, платное приложение, платное приложение, бесплатное приложение, бесплатное приложение. Что мы можем делать с приложениями? Скачивать, скачать приложение. Например, я всегда скачиваю только бесплатные приложения. Я скачал приложение, о котором ты мне рассказывал. Устанавливать, установить приложение. Например, эти приложения я всегда устанавливаю на новый телефон. Я установил приложение, но оно не работает. Открывать, открыть приложение. Например, я открываю Telegram каждые 5 минут, чтобы проверить сообщения. Я открыла WhatsApp и увидела пропущенный видеозвонок. Закрывать, закрыть приложение. Например, я никогда не закрываю приложение на Android. Закрой приложение и войди еще раз. Удалять, удалить приложение. Например, я всегда удаляю ненужные приложения, чтобы освободить память на телефоне. Я давно удалила Viber, потому что не пользовалась им. Обновлять, обновить приложение. Новый, обновлять, обновить. Например, я всегда обновляю приложения, чтобы они быстрее работали. Я обновила приложение и заметила новые интересные функции. Если вы открываете приложение, а оно плохо работает, вы можете использовать следующие слова. Грузиться, загрузиться. Например, у меня плохо работает интернет, приложение не грузится. Тормозить. Например, приложение тормозит. Кстати, тормоз – это прибор для остановки машины. А еще мы так называем человека, который очень медленно думает и не понимает, о чем мы говорим. Сейчас давайте немного поговорим о словах, которые вы можете увидеть, когда открываете какое-либо приложение. Регистрация. Регистрироваться. Зарегистрироваться где? Например, в магазинах иногда спрашивают: вы зарегистрировались в нашем приложении? Иногда регистрация в приложениях магазинов дает возможность получить скидку. Логин, пароль. Например, забыли пароль? Я забыла свой логин. Быть онлайн, быть в сети и быть офлайн, быть не в сети. Например, он не в сети, поэтому еще не прочитал мое сообщение.
Мы разобрали с вами некоторые полезные фразы со словом «приложение». А сейчас, как я вам обещала, я расскажу вам о нескольких приложениях, которые вам будут нужны для жизни в России. Итак, ВКонтакте. ВКонтакте является аналогом Фейсбука. Здесь вы можете найти русских друзей. Если вы хотите больше узнать об этом приложении, напишите в комментариях, и я сниму отдельное видео. Тутуру. Это приложение вам понадобится, если вы захотите отправиться в путешествие по России или просто уехать в другой русский город по делам. Здесь вы можете купить билет на автобус, на поезд, на самолет. Также можно забронировать гостиницу. Тугис – это приложение с подробными картами городов России. Здесь вы можете посмотреть, на каком транспорте вы можете доехать до нужного вам места, сколько времени вы можете на это потратить. Также это приложение показывает, какие рестораны, магазины, аптеки и другие места находятся рядом с вами. Uber – приложение, с помощью которого вы можете заказать такси. Яндекс.Гоу. С помощью этого приложения вы можете заказать не только такси, но и доставку еды. Хотя цены в Яндекс.Гоу обычно выше, чем в других приложениях, я использую его чаще. Мне нравится, что я могу решить несколько своих вопросов в одном приложении. Авито – это интернет-сервис, где вы можете покупать и продавать вещи, искать квартиры и даже работу. Хохару – это самый популярный сервис по поиску работы в России. Его используют не только россияне, но и иностранцы. Например, у меня есть друзья из других стран, которые нашли себе работу в России благодаря этому приложению. Сбербанк онлайн. В России вы можете оформить банковскую карту. У каждого банка есть свое приложение. Самый известный российский банк называется Сбербанк, а его приложение Сбербанк онлайн. Я знаю, что иностранцы часто еще оформляют карты в банке Тинькофф. Приложение магазина Озон. Озон – это российский универсальный интернет-магазин, который является аналогом Амазона. VPN-приложение. Вы знаете, что сейчас Россия проводит специальную военную операцию на Украине, поэтому некоторые приложения у нас не работают без VPN. Я не могу сейчас посоветовать вам какое-то конкретное приложение, потому что периодически они закрываются, прекращают работать, и нам приходится искать и скачивать новые приложения. Итак, сегодня мы поговорили с вами о слове «приложение». Я дала вам несколько полезных фраз с ним. Также вы узнали, какие приложения вам будут нужны, если вы захотите приехать в Россию путешествовать, жить или учиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас есть приложение ВКонтакте? Вы нашли там русских друзей? А у меня все. Пока-пока!